Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас смотрите, это расклад на первую половину месяца августа, а именно с 1 по 15 августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает и какой сферы жизни это будет касаться. Но мы делаем общий расклад сейчас, поэтому посмотрим, что выпадет. Собственно, о том будем с вами сейчас и говорить. Можете написать ваши комментарии, оставить ваш отзыв, а также поделиться этим видео с кем-нибудь из знакомых тельцов, если считаете, что им этот расклад подходит. Также можете подписаться, если вы еще не подписаны. Не забудьте это сделать, чтобы не пропустить в дальнейшем мои таро-расклады, если они опять-таки вам подходят, если они вам нравятся. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Телец. Какая карта вам сегодня выпадет? Первой. И первая выпадает у вас 8 кубков. Возможно, у вас есть желание оставить что-то позади, уйти от чего-то, что исчерпало себя, что уже выполнило свою задачу. Может быть, не совсем так, как вы ожидали, но вам хочется развернуться, уйти от чего-то и пойти в другом направлении. То есть вы здесь можете испытывать, конечно же, по этой карте разочарование, что что-то оказалось не таким хорошим, как вам бы хотелось. Понимание, что впереди по карте, которая здесь изображает Луну, что-то есть явно такое вот призрачное, зыбкое, непонятное, да, и вы не знаете, что вас ждет впереди. То есть неуверенность в будущем. Если вы уходите от чего-то, вы не знаете, что ждет вас там завтра, послезавтра. Но при этом вы честны перед собой, честны перед окружающими, и вы говорите, что вот вам что-то, если не подходит, вы готовы от этого отказаться, уйти, оставить позади. Как будто бы понимание, что, может быть, даже вы уходите заведомо каким-то сложностям, трудностям, зная об этом, но все равно берете это и делаете. Дальше у вас есть карта справедливости, карта правосудия, ее еще называют. Возможно, вам здесь хочется выровнять какие-то условия игры, знаете, добиться справедливости в чем-то. Может быть, вы здесь честно высказываете опять-таки то, что вы считаете нужным, правильным. А возможно, какой-то разговор честный приводит к тому, что, соответственно, вы чувствуете себя немножечко расстроенным, разочарованным и уходите, хлопнув дверью. То есть здесь какое-то выяснение отношений или какой-то конфликт может иметь место дела. Также, возможно, вы здесь разочарованы какой-то юридической ситуацией или разочарованы каким-то вопросом касаемо там подписания каких-то бумаг, вот, или каких-то там вопросов в госучреждениях, которые вы решаете. То есть вот здесь вот есть какое-то разочарование или неуверенность, что они решатся в вашу пользу, соответственно. Также тут есть 5 пентаклей, тоже по сути как шаткость положения, указывает на какую-то неуверенность, чувство обделенности, может быть, чувство нехватки чего-то, может быть, даже финансов. Если вы что-то оставляете позади, может быть, там, не знаю, как кто-то думает уйти с работы, уволиться, да, там написать увольнительную, тоже с пониманием, что ухожу в неизвестность, не знаю, что ждет. Но вот такое, то есть для вас какие-то такие могут быть здесь ситуации. В любом случае 5 пентаклей, она показывает нехватку, недостаток. Может быть, материальное, финансовое, для кого-то эмоциональное ощущение, что нет поддержки или нет опоры какой-то, и вы чувствуете себя несколько изолированными или вот как будто отчужденными от других людей. То есть вот такое вот у вас, по крайней мере, здесь мышление, и вы испытываете похожие где-то страхи. Но возможно, да, может быть, это какая-то ситуация с работой на самом деле. Следующая карта тоже, знаете, Луну показывает. Луна, и здесь у вас была Луна. То есть по большому счету такая неопределенность. Неопределенность, как быть, что делать дальше, как поступить. То есть все как в тумане, такая неопределенная атмосфера, и некоторым из вас прям не хватает ясности. Кто-то может бороться со страхами, боязнью потерпеть поражение в чем-то или потерпеть какую-то потерю денежную, да, или какие-то переживания из-за здоровья могут быть, потому что 5 пентаклей — это дополнительные расходы на здоровье, какие-то переживания из-за здоровья, да, то есть вот что-то в таком духе. Следующая есть 7 кубков, как несколько вариантов и возможностей, которые вы рассматриваете, но опять-таки из этой карты Луна, которая здесь рядом лежит, можно говорить о том, что вы прям сомневаетесь, какой выбор будет правильнее. Может быть, все настолько иллюзорно, что вы не знаете, какой из вариантов более реален, и вам сложно отличить реальную возможность от какого-то, да, иллюзорного предложения.
Плюс вы здесь, ну да, по карте Королева Пентаклей, которая является вашей стихией, стараетесь немножечко заземлять эту ситуацию, стараетесь среди вот этой вот смуты и непонятного состояния, которое есть по Луне, по семерке кубков, пятерке Пентаклей, да и восьмерке кубков, в принципе, стараетесь держать какую-то практическую составляющую, да, или как-то заземляться, немножечко приземляться. Вы здесь можете получать поддержку, возможно, заботливого человека какого-то в вашем окружении, возможно так, но в любом случае вам здесь не нужно пытаться разобраться во всем. Оно здесь все равно будет очень смутно и невозможно разобраться в вашей сейчас происходящей ситуации. Вам нужно сосредоточиться на своем физическом благополучии, на своих ресурсах, по крайней мере, да, в первой половине августа. Следующая, опять-таки, у вас карта еще тройка мечей, которая здесь также с правосудием, с пятеркой пентаклей выпадает. И она показывает, что действительно здесь может быть непростая для вас и эмоциональная ситуация, где вы чувствуете отчуждение, отстранение от других людей, разочарование, неуверенность. И это разбивает вам сердце. Может быть, что-то причинило вам глубокую боль, разочаровало вас, какой-то конфликт или вот что-то вот настолько болезненное. Может быть, физически что-то болезненное, даже не знаю. И дальше есть девятка пентаклей, которая снова возвращает вас, по сути, к вашему желанию стабильности и постоянства. Да, вы могли столкнуться с каким-то предательством, с каким-то разочарованием, но вы, тем не менее, все равно с этой девяткой пентаклей вы хотите выбирать себя в этой ситуации, потому что вы достигли большого результата именно благодаря своей работе, и вы чувствуете себя самодостаточными, уверенными в себе, и вам не хочется, чтобы эта ситуация, которая происходит сейчас в вашей жизни, чтобы она разрушила это счастье или этот комфорт, в котором вы пребываете, потому что вы для этого очень много работали, чтобы достичь вот того, что вы имеете, этого уровня. Поэтому вот что бы тут ни было, может быть, отношения, которые причинили вам боль, да, но в любом случае вы выбираете себя, вы выбираете себя и свою значимость, и вы не хотите иметь дело с кем-то, кто принижает вас, допустим, ваше достоинство или не ценит вас в полной мере. Поэтому вот она, собственно, эта девятка пентаклей с девушкой в золотых одеждах, которая здесь есть на этой карте. И дальше есть король кубков, карта водного знака, возможно, общение с водным знаком зодиака. Это раки, рыба или скорпионы для вас. И тут же девятка мечей под картой правосудия, то есть переживания, большое количество мыслей, которые связаны с какой-то конфликтной, спорной ситуацией, которая в вашей жизни сейчас имеет место быть. И вы очень много здесь думаете об этом. Может быть, сомневаетесь в своих поступках или действиях, плохо спать можете по ночам, потому что испытываете тревогу по поводу неизвестного будущего. Может быть, вы рассматриваете какой-то худший вариант, самый негативный исход, то есть начинаете накручивать себя и начинаете по карте Луна гиперболизировать, усиливать свои страхи. Для вас важны вопросы законности, справедливости здесь и того, восторжествует ли правда и справедливость, будет ли справедливым что-то. Может быть, вас беспокоит, что какая-то ситуация выйдет наружу и будет предана там суждению, осуждению, да, возможно так. Но в любом случае, опять-таки, вам нужно возвращать к себя к тому, что вот да, может быть, общение с водным знаком есть, но эмоционально вы должны стараться себя вытягивать и либо находиться в окружении каких-то отзывчивых, внимательных к вам людей, которые дают вам чувство стабильности, поддержки, любви, заботы, внимания такого, либо самим эмоционально как-то вот вытягивать себя, как Мюнхгаузен, да, поднимать себя из этой ситуации, чтобы контролировать свои эмоции, чтобы не отчаиваться, чтобы не позволять воображению, там, своей фантазии дорисовывать каких-то монстров, придуманных в этой первой половине августа. То есть вам нужно проявить здесь такую эмоциональную зрелость во всем происходящем. Поэтому карта короля кубков. Но я думаю, что здесь речь может идти о каком-то варианте, который вы рассматриваете, и он очень смутный, касающийся водного знака зодиака. Это раки, рыбы, скорпионы. Или это как-то сильно задевает ваши чувства, то есть эмоциональную сферу вашу. Дальше следующая карта у вас — это карта шестерка мечей, карта император, простите.
Да, император, карта Овна. Возможно, да, общение с таким человеком, но здесь вот в целом по шестерке мечей можно говорить о исцелении, о периоде перехода от какой-то некомфортной ситуации к чему-то лучшему. Переходный период, в котором вы находитесь сейчас и определенно направляетесь к чему-то лучшему, то есть движетесь в более спокойном направлении. Возможно, да, там тоже будут какие-то сложности и трудности, но все равно вы выходите из ситуации разочарования, боли, да, или какой-то такой вот неопределенности. То есть вам дается больше возможности безопасности, какой-то структуры, возможности управления своей жизнью, а также я думаю, что и справедливость как будто бы восторжествует здесь. Здесь император часто он говорит о мужской энергии, но это общий расклад, поэтому здесь такое дело, да, хотя да, он может говорить о какой-то авторитетной фигуре, о начальнике, может быть, вашем, или какой-то мужчина в вашем окружении, который может укрепить ваше положение. Но в любом случае вы также можете вступать здесь в фазу вот такого вот чувства, что вы влияете на свою жизнь, вы император в своей жизни, вы управляете там своей жизнью, своими финансами, вы стратегию какую-то выстраиваете, соответственно, в вашей жизни, знаете, как вам дальше двигаться в нужном для вас направлении, какие шаги для этого предпринимать нужно. Поэтому император. То есть вы здесь проявляете себя как человек, который лидер, который авторитетный, который амбициозный, который не позволит каким-то неприятностям повлиять на вас, на ваше эмоциональное состояние или на ваше чувство комфорта, в конце концов. Следующая пятерка мечей, которая здесь также у вас есть, шестерка пентаклей, которая также здесь есть. Так, пятерка мечей, шестерка пентаклей, карта страшного суда. То есть здесь в любом случае вам нужно как будто бы над тем количеством вариантов, которые у вас есть, подняться, рассмотреть их. И страшный суд — это выбор. Сделать выбор, правильный выбор, который может полностью перевернуть вашу жизнь, ваш образ мышления, там, допустим, и посмотреть вам нужно на ситуацию с абсолютной ясностью, то есть отбросить неопределенность, которая есть по карте Луна или восьмерка кубков, и прийти к балансу между вот здесь есть шестерка у вас пентакли с пятеркой мечей. То есть вам нужно быть осмотрительными, внимательными в том, во что вы вкладываете свою энергию, кому помогаете, или во что вкладываете деньги, или во что вкладываете свои эмоции, или свои усилия, да, свою физическую какую-то энергию, потому что шестерка пентаклей — это справедливый обмен. Если справедливого обмена нет, то зачем вам это нужно, соответственно, если вы отдаете больше, чем получаете. И наоборот, если вы получаете больше, чем отдаете, нужно постараться здесь выровнять этот баланс. И здесь как будто бы вы хотите или сталкиваетесь с ситуацией, где кто-то может пытаться стремиться к победе любой ценой, может быть, даже какие-то циничные способы использовать для того, чтобы бороться за власть или отстаивать свою позицию. И здесь это может оставить у вас такой неприятный какой-то осадок в этих отношениях, потому что вот как будто кто-то хочет победить. Может быть, такой мужчина хочет победить, может быть, да, император. Но в любом случае вам нужно сохранять свое достоинство, свое душевное спокойствие. И если этот человек как-то вас пытается угнетать, то нужно отдалиться от такого человека, потому что это разбивает вам сердце, то есть дает чувствовать себя каким-то недостаточно хорошим или чувствовать какую-то неуверенность в себе или какие-то страхи у вас появляются из-за этих отношений, допустим, из-за этих переживаний. То есть вы должны защитить свои границы, свой покой, свое благополучие, свои эмоции, чтобы исключить какую-то боль, возможно, или страх, который вы можете испытывать, допустим, в таких взаимоотношениях. То есть вам нужна независимость, и вам не нужно, чтобы кто-то вам говорил, что вы заслуживаете, а что нет, потому что вы уже многое сделали для того, чтобы быть на том месте, в той позиции, в которой вы есть сейчас. И вы прекрасно это понимаете и не должны упускать этой позиции, да, потому что кто-то там может говорить, что я значимее, я лучше. Это не так. То есть вам нужно здесь
опираться на себя и понимать, что вы управляете своей жизнью, уходить от каких-то конфликтов, соответственно, может быть, даже не стремиться в чем-то сказать последнее слово или выйти победителем. То есть это не самое важное для вас. Для вас самое главное выйти здоровым, невредимым, да, спокойным, с хорошей, здоровой здесь психикой из этой ситуации. Но в любом случае достаточно неплохой расклад, несмотря на такие вот не самые позитивные карты в самом начале. Поэтому на этом я с вами сейчас прощаюсь. Всем желаю, тельцам, всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.